Хорошая собака, хорошая. Что-то строят тут. Цементные плиты какие-то привезли. Thank you so much. Ну, вот такие вот лепешки пури мы с вами получаем. Привет, друзья, и намасте! Вы снова на канале Вкусная Индия, и с вами Ирина. Сейчас мы идем купить продукты для сегодняшнего ужина. Пойдемте прогуляемся вместе. Друзья, у нас здесь есть наша уличная собака, она живет в нашем дворе, и когда я хожу на улицу, я всегда ее кормлю, ну, если есть чем. Сейчас я приготовила хлеб с молоком. Давайте посмотрим, она тут? Нет, вон, он ждет нас. Моя собака зовут Дружок. Дружочек, идем сюда, идем, Пушистик. Хорошая собака, хорошая. Посмотрите, ему уже где-то 3-4 года, и он очень добрый, он со всеми, ко всем подходит. И когда какие-то люди приходят из другого района, не местные, он на них даже гавкает, всегда нас защищает. Так что хороший пес. Мы его назвали Дружочек. Идемте дальше. Друзья, посмотрите, здесь все дома абсолютно по-разному выглядят. Все дома абсолютно разные, потому что эти районы застроены непрофессионально, то есть не был нанят какой-то один строительный отряд или одна строительная компания. Люди, допустим, покупают себе участок земли, нанимают архитектора, поэтому здесь, вот, ну, по крайней мере, в большинстве районов в Дели нет такого, что дома будут одинаково выглядеть. И вот, ну, вот видите, здесь, допустим, вот так вот он выглядит, дом многоквартирный, да, может это одна семья владеть, либо могут быть несколько квартир сдают. Здесь, допустим, промежутков между домами тоже нет. Дома строятся абсолютно вплотную, и поэтому все абсолютно здания выглядят по-разному. Вы можете себе купить участок земли, ну вот, допустим, здесь такой дом, там может быть, допустим, 5 квартир, 10 квартир. Вы их можете сдавать, либо использовать для себя. Вот. Ну, этот район, в принципе, неплохой, но он находится в глубине таких вот, ну, не очень благополучных районов, то есть нужно по плохой дороге проезжать, чтобы сюда заехать. А в принципе здесь достаточно спокойно, тихо и, самое главное, безопасно. Вот посмотрите, такой дом. В этом доме живет только одна семья, то есть здесь никакие квартиры не сдаются. Так вот. Вон и трактор заехал. Конечно, с парковкой у нас опять-таки проблемы, потому что здесь машины паркуют где хотят. Слева, справа, в общем, нам повезло то, что в нашем доме есть парковочное место прямо внутри дома. То есть нам не нужно думать, где оставлять машину. А люди вот так вот прямо на дорогах оставляют. А потом, ну вот, посмотрите, что-то строят тут. Цементные плиты какие-то привезли. Да, здесь, наверное, строительство дома. Видите, идет строительство. Вот посмотрите, строительство в России, допустим, или в бывших странах Советского Союза и в Индии совершенно отличается. Вон палки стоят, то есть, видите, в один кирпич у них стены такие тоненькие. Поэтому очень, так скажем, наверное, иногда опасно жить в таких домах. Конечно, если есть возможность переехать в хороший район, ну, либо в районы новостройки. Их уже строит один застройщик, это многоквартирные дома современные. Лучше переезжать в такие дома. Но мы планируем переехать, но немножко попозже. Вот здесь вот, прям недалеко от нашего дома, маленький такой продуктовый киоск. Но здесь все можно купить. Хлеб невкусный, кстати, я вам не советую. Хлеб, яйца, молочную продукцию какую-то по минимуму, там шампуни, порошок. В общем, не доходя никуда далеко, можете все купить. Вот так вот выглядит главная улица нашего микрорайончика. Они называются здесь Societies. Вот посмотрите, такие дома. Они, в принципе, не такие красивые. Вот здесь вот участок, он так и стоит, никем не застроен. Они некрасивые, но, в принципе, можно здесь жить, ну, так скажем, неплохо. По крайней мере, безопасно. Вот пытаются озеленить или пытались озеленить. Деревья растут, по крайней мере, воздух не такой грязный. Вот. Опять смотрите, видите, везде слева, справа стоят машины. Абсолютно нет никаких парковочных мест. Друзья, сейчас мне нужно подрубить платье. Я купила новое платье, но оно длинноватое. И в каждом микрорайоне есть свои портные. В Индии они очень популярны, потому что в Индии не все носят современную европейскую одежду, а многие люди покупают индийские наряды, которые называются сальвар-камизы. Мы вам в будущем, когда пойдем на рынки, покажем.
И они заказывают дизайн и пошив у местных портных. То есть они везде находятся. Вот в нашем районе, наверное, 5-6 маленьких магазинчиков. Поэтому сейчас мы вам покажем, как он выглядит, что там. И я надеюсь, мне подрубит мое платье, укоротит его немножечко. Ну вот, мы сейчас идем. Посмотрите, в этом районе очень много собак. Наша собака, дружочек наш, он живет недалеко от нас. А вот по главной улице здесь прям их просто стаи. Посмотрите, здесь у нас также еще один магазин с повседневными нуждами. Здесь опять-таки есть чипсы различные, хлеб, вода, все что угодно. Вот. А вот, друзья, посмотрите, здесь уже есть один магазин, но он закрыт. Вот здесь вот на первом этаже почему-то сегодня закрыт. Там он еще один виднеется, ну что-то, я не знаю, может быть, потому что обеденное время, все закрыто. Но у нас еще есть по другую сторону еще один магазин, сейчас мы туда пойдем и попробуем там подрубить наше платье. Ну вот открыт магазин, посмотрите, здесь уже вот висят какие-то индийские наряды, которые кто-то заказал. Вот так вот выглядит магазин. Вот, друзья, посмотрите, в этом магазине у этого портного вы можете заказать, сшить вещи на любой вкус. Но вот я вижу здесь индийские курты, это такие типа платья. Вот они, посмотрите, интересно так. Интересно сшиты, и мне кажется, хорошо. Вот посмотрите, у него здесь и швейные машинки есть различные. Вот, то есть, ну посмотрим, хорошо он мне сделает или нет. Посмотрите, чтобы платье подрубить, он вообще такую смешную цену сказал. Вот спроси, сколько стоит. Вот 50 рупий, чтобы только подрубить платье. А он также сказал, вот видите, чтобы сделать, допустим, такой костюм, всего стоит 350 рупий. Но в следующий раз я у него закажу. Thank you so much. Фу, блин, на улице такая жара, но пришлось надеть маску, потому что все же люди вокруг ходят. А сейчас нам еще нужно купить картошку, потому что сегодня вечером мы будем готовить очень вкусное индийское блюдо. Так что пойдемте посмотрим, сколько стоит картофель, потому что говорят в новостях, что сейчас цены на все повысились. Ну, манго вы уже видели, цены и правда гораздо выше, чем должны быть. Посмотрим, сколько стоит картошка. Друзья, посмотрите, чтобы выйти из этого маленького райончика, микрорайончика, нужно пройти ворота. То есть в каждом society или в каждом микрорайончике есть ворота. И вечером, там после 9 или 10, они закрываются. И только если вы резиденты этого райончика, вас запускают. Вот, чтобы купить овощи, нам нужно сейчас выйти на дорогу. Вы посмотрите, как выглядит индийская дорога. Но не та, которая главная, где хорошие рестораны, кафе и магазины находятся, а совсем такие местные лавки, различные повозки с фруктами, с овощами. Посмотрите, у нас здесь дождик был несколько дней назад, но воды, стока воды нет, и поэтому она вот так вот вся остается грязью. Вот и овощи продают. Давайте спросим, сколько стоит картошка. Вот смотрите, картошка стоит 30 рупий, а лук стоит 20 рупий. Да, ну хорошо. Ага, вот, забыла, как называется. Вот этот овощ стоит. Баклажан, спасибо. Баклажан стоит сколько? 60 рупий. Но мы возьмем, наверное, 1 килограмм картошки, потому что он на сегодня понадобится. А вот посмотрите, вот они зеленые бананы, про которые я вам говорила, да? То есть они не такие желтые-желтые, что вы видели в видео, они совсем зеленые, то есть они абсолютно незрелые. И вы их можете легко жарить, как картофельные, вот френч фрайс, да, как картофельные чипсы, очень вкусные. Друзья, в Индии картошка такая же, как и в России, не нужно думать, что она какая-то другая. Такие же разновидности есть, белый картофель есть красный картофель, хорошая картошка, так что можете спокойно покупать. Она такая же, как и везде. Мы ее очень любим. Вот посмотрите, он нам сейчас взвесит картошку. Видите, здесь весы какие? Ну, скажем, конечно, для меня они допотопные. Он говорит, еще нужно в перчатках работает. Ну, конечно, они нас обвешивают, мы знаем. Каждый раз, когда мы просим что-то нам взвесить, у них там магнитик, наверное, где-то есть. Так что картошка вот такая. И еще нам нужно купить кориандр зеленый.
50 gram for 10 rupees. Ага, он говорит 50 грамм стоит 10 рупий. Ну да, нам нужно, конечно. Сейчас вот возьмем. Смотрите, он оттуда нам кориандр достал. Вот он даже с корнем, этот кориандр. И сейчас нам он его запакует. Свеженький, зелененький. Вот, все, мы купили наши продукты. Кориандр и картошку на вечер. И сейчас пойдем готовить. Вот, друзья, посмотрите, вот эти вот ворота, они закрываются. Да, Мир вам передает привет. И вот такой вот вход. Здесь, по идее, сидит вон охранник. Вы видите, охранник. То есть вас просто так, если вы тут не проживаете, не запустят. Красивые какие-то здания. Вот, например, это здание мне очень нравится, потому что на крыше, на террасе устроили прям такой летний сад люди. Там у них видно, что очень много различных деревьев и всего. Вот, так что я очень люблю зеленые районы. И нам повезло, что здесь много деревьев, и это все озеленено. Так что мне здесь неплохо живется. Друзья, также в нашем микрорайончике есть и свои аптеки. Аптеки выглядят вот так вот. Ну, то есть это на первом этаже квартир устраивают маленькие магазинчики, вот. О, друзья, посмотрите, а это даже не мотоцикл, это велосипед с мотором. И в Индии вот таких вот транспортных средств очень много. То есть люди придумывают что-то, на чем можно передвигаться. Ну что, друзья, мы сейчас возвращаемся домой. И сегодня мы будем готовить очень вкусное индийское блюдо, которое называется пури баджи, или картофель и такие круглые лепешки, которые внутри пустые. Так что давайте посмотрим, вкусными они будут или нет. Тебе нравится пури баджи? Да, мне нравится очень. Да, так что я буду сегодня готовить. По идее, это подается на завтрак. Ну, то есть в Индии, в ресторанах, в гостиницах люди едят их на завтрак. А мы едим в любое время, круглые сутки можем есть. Так что сегодня мы будем их готовить на ужин. Вот. Ну что, пойдемте, я покажу рецепт, как готовить пошагово. Надеюсь, вы попробуете и понравится вам тоже. Друзья, ну что, мы уже с вами на кухне, и сейчас мы приготовим очень вкусное индийское блюдо, которое называется пури баджи. Что такое пури? Это круглые лепешки, приготовленные во фритюре, и они раздуваются как шарики. А баджи – это картофель, приготовленный с индийскими специями. Картофель нужно отваривать заранее в мундирах. И я вам советую, отваривайте в скороварке, и вам понадобится всего 10 минут, чтобы картофель приготовился. Ну что, сначала мы приготовим баджи, это картофель, а затем будем делать лепешки пури. Итак, друзья, что же нам понадобится для наших пури баджи? Я уже отварила заранее 5 штук картофеля, это приблизительно полкило. Затем нам нужно 2 средних помидора и 2 средних луковицы. Также я беру 2 перца зеленых чили, вы можете обойтись без чили. Какие специи мы берем? Первое, мы взяли чайную ложку куркумы, пол чайной ложки перца чили, можно заменить на пол чайной ложки паприки. Я взяла несколько листочков карри свежего, если нет, можно обойтись без них. Также столовую ложку мелко нарезанного имбиря, чайную ложку семян горчицы, берите темные семена горчицы, а не светлые, и также пол чайной ложки зиры. Ну и мы добавляем немножечко приправы асафетида. Вот, посмотрите. И также добавляем соль по вкусу. Друзья, ну что же, сначала мы должны с вами порезать помидоры и лук на мелкие кубики. Также не забудьте порезать перец чили. И очистите от кожуры картошку и тоже порежьте на кубики. Картошка может быть даже крупных размеров. И сейчас мы разогреваем сковородку. Мы будем обжаривать нашу картошку на растительном масле. Много не нужно наливать. И в первую очередь я запускаю семена или зернышки горчицы на сковородку и зернышки семена зиры. Быстренько их обжариваем, чтобы они начали у вас придавать такой аромат и начали трескаться. И сейчас мы сюда добавляем наш лук. Хорошенько это все перемешиваем. Здесь лук до золотистости доводить не нужно, вы его только должны сделать мягким, чтобы он стал мягким. Ну что, дальше мы, друзья, добавляем щепотку асафетиды. Если у вас нет, не беда.
И отправляем сюда наши листочки карри. Опять-таки, если листочков карри нет, не беда. Заменять на приправу карри не нужно, потому что это абсолютно разные вещи. Приправа карри включает различные специи в себе. Нужно добавлять только листья карри. Также у нас сюда сейчас идет весь имбирь. Какой вкусный аромат уже! Посмотрите, как только наш лук и имбирь уже совсем стали мягкими, мы сейчас добавляем сюда чили и помидорки. Сейчас можно это все обжаривать на большом огне. И сейчас мы жарим это где-то все дело минутки 3-4, чтобы помидоры стали мягкими, до мягкости помидоров. Наши помидорки уже стали тоже совсем мягкими. И сейчас мы сюда добавляем паприку, либо перец чили и куркуму. Хорошенько все перемешаем. И дайте побыть на огне где-то 2-3 минутки еще. На этом же этапе мы добавляем соль. Я добавляю 1 чайную ложку соли. Вы можете добавлять соль по вкусу. Посмотрите, друзья, какой красивый цвет. Как раз-таки наша куркума придала вот эту вот золотистость блюду. И сейчас отправляем всю картошку. Оп. Хорошенечко ее перемешиваем. Если картошка у вас не особо мягкая, доварилась не очень хорошо, то вы ее можете, прям ложкой размять, чтобы она была помягче. Чем мягче картошка, тем вкуснее она будет в этом блюде. Ну что, друзья, и на этом этапе добавляем где-то 20-30 мл воды. И тушим где-то минут 10-15. Смотрите, если она у вас впитала всю воду, добавьте еще немножко воды. И периодически будем помешивать. Друзья, посмотрите, моя картошка еще не готова, но она уже стала достаточно мягкой. Но я сейчас ее еще буду готовить минут 10. И советую вам добавить воду, если она у вас совсем стала сухой, потому что, когда она такая сочная, вкус будет гораздо лучше. Посмотрите, наша картошечка уже приготовилась. И сейчас мы будем готовить пури. Рецепт приготовления лепешек пури очень простой. Для этого нам нужно где-то 300 грамм муки белой, затем чайную ложку соли, где-то 200 миллилитров воды и 20 миллилитров растительного масла. И сейчас будем замешивать тесто. Итак, друзья, я взяла немножечко муки, добавляю сюда нашу чайную ложку соли, перемешиваем это все быстренько, делаем такое углубление в муке и выливаем сюда растительное масло. И также добавляем немножечко воды. Воду всю сразу не выливайте, потому что воды может понадобиться чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше. Это уже зависит от текстуры теста. И сейчас сюда будем постепенно добавлять нашу муку, чтобы превратить в плотненькое такое тесто. Друзья, посмотрите, сейчас наше тесто уже трудно вымешивать ложкой, поэтому я его перекладываю на стол и буду вымешивать руками. Я еще немного добавлю муки. Я использовала всю муку, которая у нас была, и мне пришлось еще ее немножечко добавить. Так, выкладываем сюда все наше тесто. И сейчас будем все это дело вымешивать руками, чтобы у нас получилось такое упругое эластичное тесто. Но имейте в виду, долго вымешивать это дело не нужно. Тесто должно быть упругим, но не круто замешанным. Друзья, посмотрите, я использовала уже всю муку, которая у нас была, но для моего сегодняшнего теста этого недостаточно. Тесто слишком жидкое, поэтому я добавляю еще муки, так что вы смотрите сами, чтобы консистенция теста была плотной. И продолжаем вымешивать. Ну вот, посмотрите, мое тесто уже готово, оно абсолютно не липнет к рукам, оно достаточно плотное. Мы сейчас сразу с вами разделим его на шарики и подготовим к тому, чтобы потом обжаривать. Ну что ж, сейчас мы раскатываем шарики. Смотрите, чтобы у вас приблизительно одинаковые величины они получились. Ну вот, приблизительно такие. Большими не нужно делать, потому что вам тогда понадобится больше масла.
Приготовьте сразу себе шарики заранее, потому что потом они будут жариться очень быстро, и чтобы потом у вас не тратилось много времени. Вот, видите размер какой? Пусть они будут у вас вот такие вот. Можно поменьше, но это зависит, конечно, от посуды, в которой вы будете готовить. Когда наши шарики уже готовы, мы должны их раскатать в тонкие лепешки. Смотрите, один из секретов приготовления пури – это равномерно раскатанная лепешка. То есть она не должна быть в одном месте толстой, в одном месте тонкой. Тоненькими их не нужно делать, но и толстыми тоже. Вот, видите, у меня прилипло чуть-чуть. Раскатайте сразу несколько себе лепешек, чтобы потом их было удобно быстренько обжаривать. Друзья, наши лепешки будут жариться во фритюре. Я уже налила растительное масло, и сейчас мы сюда отправляем нашу лепешку пури. И мы ее быстренько прижимаем ко дну шумовкой и раскручиваем, ну, вот такими вот движениями. Это второй секрет. Какой же второй секрет? Масло должно быть очень горячим, и когда вы жарите лепешку пури, смотрите, у вас такой вот шарик образуется, вы немножечко как бы прижимаете ко дну сковородки. Вот, и сейчас у нас подошел наш шарик, видите? И переворачиваем на другую сторону. Оп. И обжариваем на другой стороне. Тоже вот до такой румяной корочки, до золотистой. И как обычно перекладываем на наше бумажное полотенце. Друзья, наконец-то я могу попробовать наше блюдо. Во-первых, посмотрите, какие у нас вкусные воздушные лепешки получились. Сейчас мы их немножечко примнем. Мои лепешки уже подостыли, поэтому я ее могу примять легко. А так они очень горячие, и там горячий воздух. Отрываем кусочек. Так, ну что, захватываем немножечко картошки. Вы можете положить туда небольшой кусочек лука, но я вот маленький совсем положу. Очень вкусно. Картошечка нежная, ароматная, абсолютно не острая. И в сочетании с лепешками пури это очень вкусно. Можно положить даже немножко лучка. И тогда у вас обалденное сочетание будет. Всем приятного аппетита! Друзья, на сегодня это все. Большое спасибо за то, что были с нами. Если вам понравился формат нашего сегодняшнего видео, обязательно напишите нам в комментариях, дайте нам об этом знать. А также, если вам оно понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и увидимся в следующих выпусках. Пока-пока!